Говоря о кассетных магнитолах 70-80-х годов прошлого столетия, мы сразу же, конечно, вспоминаем элитных японских представителей данного периода. Порою не совсем заслуженно забывая те достаточно интересные аппараты, которые дарила неискушенному пользователю советская аудиоиндустрия. И именно десятки наиболее интересных советских переносных магнитол я и предлагаю посвятить последующие несколько минут. Переносная стереофоническая магнитола «Казахстан 101 стерео» выпускалась с начала 1981 года Петропавловским заводом имени Кирова. Магнитола состояла из приемника первого класса и магнитофонной панели второго класса. Имела устройство отстройки от помех при записи с радиоприемника, автоматическое переключение режима в моно или стерео, АРУС, шумопонижающее устройство, счетчик метража ленты, электретные микрофоны, стрелочные индикаторы уровня записи и выходной мощности по каналам, а также индикатор настройки и питания. Акустические системы магнитолы были двухполосные, в них использовались громкоговорители 3GD38 и 1GD56. Номинальная выходная мощность на акустические системы магнитолы составляла чуть более 1,5 Вт, диапазон воспроизводимых звуковых частот от 63 до 12,5 тысяч Гц. Переносная кассетная магнитола VF280 стерео выпускалась с 1982 года Рижским производственным объединением VEF. В магнитоле устанавливался венгерский лентопротяжный механизм 1S35113. Использовались системы АПЧ, отключаемая система БШН, фиксированные настройки ультракороткого диапазона, индикатор настройки и стереорежима, индикатор автономного источника питания, система ARUS. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 63 до 10 тысяч Гц, максимальная выходная мощность 3 Вт на каждый канал. Магнитола высшего класса Argo 004 стерео выпускалась с начала 1984 года Ленинградским заводом «Новатор». Магнитола состояла из встроенного радиоприемника, кассетного блока, а также встроенных двухполосных акустических систем. В магнитоле использовались системы АПЧ и БШН, имелись устройства автоматического переключения в режим стерео, ступенчатые регуляторы полосы пропускания, тонкомпенсированные регуляторы громкости, раздельные регуляторы тембров по низким и высоким частотам, а также регулятор стереобаланса. Помимо этого, магнитола имела отключаемую систему ARUS, устройство шумопонижения, регуляторы уровня записи, трехдекадный счетчик и автостоп, а также отключаемые устройства расширения стереобазы. Номинальная выходная мощность на акустические системы магнитолы составляла 1,5 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 40 до 14 тысяч Гц. Vega 335 стерео выпускалась Бердским радиозаводом с 1985 года. Магнитола состояла из всеволнового приемника и магнитофонной панели с автостопом и системой ARUS. Одной из особенностей модели была возможность отсоединения акустических систем, что позволяло расположить их максимально комфортно для прослушивания, а сам основной блок использовать отдельно, например, с вашими любимыми наушниками. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 40 до 12,5 тысяч Гц, максимальная выходная мощность 4 Вт на каждый канал. Арианда 203 стерео выпускалась с 1985 года Симферопольским заводом «Фиолет». В магнитоле имелись устройства расширения стереобазы, система шумоподавления, ARUS, автостоп, автопоиск фонограмм по паузам, возможность подключения внешних акустических систем или наушников, возможность использования фиксированных настроек, регулировки тембров по высоким и низким частотам, а также регулировки баланса. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 63 до 12,5 тысяч Гц, номинальная выходная мощность 1 Вт на каждый канал, а вес магнитолы достигал 7,5 кг. Портативная двухкассетная магнитола VF287 выпускалась с 1987 года Рижским заводом VEF. Особенностью данной модели было объемное звучание, которое обеспечивалось 4 громкоговорителями, расположенными в разных плоскостях. В магнитоле использовались системы АПЧ, БШН, расширение стереобазы, ARUS, автостоп и возможность переключения частоты подмагничивания при записи. Имелся линейный и микрофонные входы, а также выход на головные телефоны.
Диапазон воспроизводимых частот составлял от 63 до 10 тысяч Гц, а максимальная выходная мощность целых 5 Вт на каждый канал. Маяк 215С. Выпускалась киевским заводом «Маяк» с 1987 года и объединяла в себе всеволновой радиоприемник и два лентопротяжных механизма, первый из которых использовался и для записи, и для воспроизведения, второй только для воспроизведения, а также усилители, блок коммутации и питания и достаточно качественные отсоединяемые акустические системы. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 40 до 12,5 тысяч Гц, максимальная выходная мощность 3 Вт на каждый канал. Радиотехника МЛ-6201 выпускалась Рижским заводом имени Попова с 1987 года. Магнитола состояла из тюнера, магнитофонной панели и двух отсоединяемых двухполосных акустических систем. В магнитоле были предусмотрены БШН и АПЧ, индикация стереопередачи и настройки, регулировка тембров по высоким и низким частотам, индикация и регулировка уровня записи по каждому каналу, переключатель типа ленты, механический счетчик ленты, система шумопонижения и автостоп. Имелась возможность подключения внешней антенны, внешних акустических систем, внешних микрофонов, а также наушников. По своим параметрам магнитола была достаточно близка к стационарным аппаратам, имела максимальную выходную мощность 3 Вт на каждый канал, а вес магнитолы составлял 10,5 кг. Argo RM006S выпускалась с 1988 года ленинградским заводом Игротека. В магнитоле имелись раздельная индикация уровня записи, регулировка уровня записи и воспроизведения, режим поиска по паузам, светодиодная индикация записи и направления движения ленты, система шумопонижения, пятиполосный эквалайзер, тонкомпенсированная регулировка громкости и переключатель типов ленты. Кроме всего прочего, магнитола имела электронные часы с программным устройством управления, обеспечивающим отображение на цифровом табло текущего времени, а также включение и выключение приемника в нужное заданное время. Сам же приемник имел плавную электронную настройку, а также фиксированную настройку на 4 радиостанции в каждом диапазоне. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 40 до 14 тысяч Гц, максимальная выходная мощность 5 Вт на каждый канал. Вес магнитолы превышал 7,5 кг. И закрывает нашу сегодняшнюю десятку замечательная кассетная магнитола Aelita RM204S, которая выпускалась с 1989 года Курганским производственным объединением «Курган-Прибор». Примечательным был тот факт, что выпуск данной магнитолы был малосерийным, и до 1991 года выпущено было всего лишь 10 тысяч экземпляров. Магнитола состояла из всеволнового радиоприемника, магнитофонного блока и двух съемных двухполосных акустических систем. Максимальная выходная мощность на акустические системы составляла 10 Вт на каждый канал. Диапазон воспроизводимых частот от 80 до 16 тысяч Гц. Масса магнитолы при этом составляла 10 кг. Ну и в завершении данного выпуска для самых преданных зрителей, досмотревших этот ролик до конца, предусмотрен небольшой бонус в лице двухкассетной магнитолы Tom RM209S, которая выпускалась с 1987 года Томским радиотехническим заводом. Настоящий неподдельный интерес данная магнитола вызывала тем, что представляла из себя целый радиокомплекс, состоящий из 3 самостоятельных, независимых друг от друга устройств. Основного блока, в состав которого входили одна кассетная стереомагнитола и 2 отсоединяемые акустические системы, а также портативного кассетного стереоплеера и автономного радиоприемника, которые могли работать как в комплексе с основным блоком на основные акустические системы, так и абсолютно независимо, выводя звук как на наушники, так и на прочие внешние усиливающие воспроизводящие устройства. Диапазон воспроизводимых частот магнитолы составлял от 63 до 12,5 тысяч Гц при максимальной выходной мощности 5 Вт на каждый канал. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Я надеюсь, что данный выпуск был для вас интересен и хоть немного полезен. Если это действительно так, поблагодарите мой канал лайком и обратной связью. Ну а впереди у нас будет много всего интересного.
Хороших вам дней!